Привет, привет! I speak Russian in my videos, but you can turn on Russian or English subtitles. Меня зовут Яна. Я дипломированный преподаватель русского языка как иностранного. Сегодня я расскажу тебе, в чем разница между глаголами думать, подумать, передумать, надумать, обдумывать. Прежде чем мы начнем, я хочу сообщить тебе о том, что я подготовила для тебя бесплатный PDF-документ с глаголами и примерами из сегодняшнего видео. Чтобы получить этот бесплатный PDF-документ, заполняй короткую форму ниже. После того, как ты заполнишь форму, ты будешь автоматически получать PDF-документы к урокам. Звучит здорово, правда? Ну что, а теперь мы начинаем. Бери с собой отличное настроение, позитивную улыбку и поехали! Первый глагол на сегодня – это глагол «думать». Думать, у него есть два значения. Думать значит считать, полагать, когда я выражаю свое мнение. Например, я думаю, что сегодня отличный день. Это значит, что я считаю, что сегодня отличный день. По моему мнению, сегодня отличный день. А ты как думаешь? Напиши в комментариях. Надеюсь, что у тебя тоже отличный день сегодня. Думать о ком или думать о чем? Плюс предложный падеж. Думать о ком или о чем, когда мы размышляем, формируем мысли в уме. Например, я думаю о теплом море. У меня есть мысли в голове о теплом море. Обдумывать. Обдумывать. Детально думать о чем-то, анализировать что-то в голове с целью принять какое-то решение или понять что-то. Обдумывать что плюс винительный падеж. Сегодня винительный падеж – это наш главный гость сегодняшнего видео, потому что мы постоянно будем встречаться с винительным падежом сегодня. Обдумывать что? Например, план. Обдумывать план. Например, Марина обдумывала, стоит ли ей принимать предложение о работе в другом городе. Еще один пример. Мы обдумывали план действий на будущий год. Следующий глагол передумать. Передумать значит изменить свое мнение, когда человек начинает думать по-другому, не так, как раньше. Сейчас будет жизненный пример. Представьте картину. Мужчина или женщина в пятницу вечером после работы очень устали. И, например, мужчина говорит: я сначала хотел пойти в кино, но потом передумал и решил остаться дома. Жизненная ситуация. Не знаю, напишите в комментариях, если этот пример про вас. Иногда этот пример точно про меня. Иногда хочется остаться дома, посмотреть какой-нибудь интересный фильм, просто расслабиться на диване. Но не всегда.
Раздумывать. Раздумывать значит долго и внимательно обдумывать, размышлять над чем-то. Например, мы долго раздумывали, куда отправиться этим летом или куда отправиться в отпуск этим летом. Сложный вопрос. Раздумывать над чем плюс творительный падеж. Например, раздумывать над идеей, раздумывать над планом. Додумывать. Додумывать значит дополнять, добавлять какие-то детали к чему-то, что уже было обдумано или сказано. Придумывать какие-то дополнительные детали, придумывать дополнительную информацию к чему-то, что уже было сказано или обдумано. Например, не додумывай за меня. Это значит, не придумывай за меня. Не надо думать за меня и придумывать детали, которых никогда не было. Не додумывай. Следующий глагол один из моих любимых. Задумать. Задумать – это мысленно решить сделать что-то. Например, я задумал путешествие и уже начал планировать маршрут. Задумать что плюс винительный падеж. Я говорила, что мы сегодня часто будем встречать винительный падеж. Например, задумать поездку, винительный падеж, на море. Следующий глагол придумать. Придумать, очень творческий глагол. Придумать значит создать что-то в уме. Обычно придумать какую-то идею, стратегию, план. Например, она придумала гениальную идею. Придумать что плюс винительный падеж. Придумать план, придумать идею, придумать стратегию. И последний глагол на сегодня – выдумать. Выдумать значит придумать что-то нереальное. Например, вымышленную историю или событие. Например, он всегда выдумывает, я хотела сказать придумывает, он всегда выдумывает интересные истории. Нереальные истории, но они очень интересные. Ну что, ребята, я была очень рада провести с вами это время. Мы заканчиваем сегодняшний урок. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если вы еще не заполнили форму ниже, заполняйте и получайте бесплатный PDF-документ с глаголами и примерами из сегодняшнего видео. Если вы хотите забронировать урок со мной, вы найдете всю информацию в описании к этому видео. Если вы хотите видеться чаще, я буду очень рада, подписывайтесь на мой Инстаграм. Я желаю вам отличного дня, отличного вечера, доброй ночи и увидимся в следующем видео. Пока-пока!